day in the desert will never make me feel so ill. No river I have found, no world, and there's no cloud. Finally at midnight, the moon opens, we can go in. Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на нашем новом мастер-классе. На нем мы будем с вами изготавливать вот такой вот браслет. Браслет состоит из крупных таких сверкающих бусин, бисера прозрачного, бусины, которые мы с вами будем использовать, это вот капельки такие, дропсики 2 размеров и элементы квадратного жгута. И вот так очень оригинально будем их располагать. И, конечно, сделаем браслетик с застежечкой. В общем, должно получиться у нас хорошее такое интересное украшение. Итак, друзья, прежде чем мы начнем изготавливать наше украшение, давайте познакомимся с материалом, который нам понадобится. Ну, во-первых, инструмент. Это кусачки, круглогубцы и ножницы. Это игла бисерная и мононить. К тому, что дополнительно мы берем всегда это замочек. И, конечно, центральную часть нашей работы – это бусины. Бусину я предлагаю взять вам 2 видов, 2 размеров. Одного вида, 2 размеров. 2 бусинки меньшего размера, а 7 нам понадобится вот такие вот сияющие, сверкающие. Ну, бисер это обязательно. Бисер у нас просто такой сверкающий белый бисер будет. Он прозрачный. Вот он без цвета, без какого-то оттенка. Вот видите, вот это в основе нас будет работать, будем таким бисером. Номер 10 – Чехия. Еще один бисер, который я вам хочу показать, это тоже чешский бисер, но он, видите, внутри прокрашен серебристым. То есть это такой оттеночный бисер, который тоже номер 10. Мы его будем тоже вставлять в нашу работу. Его нужно будет немножко совсем, вот поэтому я его и много не брала. И, конечно же, побывали на вебинаре, на котором я рассказывала о разном материале. И меня буквально захватила вот эта прелесть, вот эти вот бусины, вот эти дропсы. Посмотрите, какая красота. Я заказала в интернет-магазине дропсы 2 размеров. Вот. И сегодня мы их применим к нашей работе и посмотрим, как они будут смотреться. Так как я сказала, что у нас 2 размера, это номер 5. А этот номер 8. Тоже дропсики маленькие. Бусины таким образом сделаны, как будто бы капельки. Ну, с английского языка. Вот, сейчас я вам покажу крупную. Они висят как маленькие сверкающие капельки дождя. Вот как они смотрятся на иголочке. Кроме этого материала нам понадобится основа. Основа у нас будет проволока. Вот видите, у меня проволока на бобине. Это проволока с памятью. И я отрезала вот кусачками, откусила кусочек ровно сколько мне на запястье хватило. Вот я так примерила, смотрела, вот чтобы можно было с петельками сделать, но не сильно впритык, чтобы бусины еще помещались. То есть вот такой где-то кусочек проволоки я приготовила. У нас будет браслет, в котором будет вот такое вот дополнение. Вот вам и применение дропса вот в плетении, в бисерном плетении. Посмотрите, как оно прекрасно смотрится. По краю у нас здесь маленького размера. Здесь 8, а здесь 5. Этот жгутик я украсила вот этими дропсиками, получился как гребешочек. А вот серебристые бусины, если вы видите, вот внутри всего этого нашего плетения находится. Вот таких деталей нам нужно будет 7 штук. Так как у нас 7 бусин центральные, а 2 крайние будут, вот 7 таких нам нужно сделать деталей. Как их делать, я сейчас вам покажу. Задеваем в иглу нить. Нить делаем довольно длинную, но не меньше метра, поскольку у нас много будет использовано этой нити. Если будем просто добавлять, нет, можно, конечно, сделать узелок, добавить еще рабочую нить, это не вопрос. Но просто для начала, как бы не затрудняя себя, просто делайте длинную нитку. На иглу набирайте 4 бусины основного бисера. Может быть, вы не обязательно будете делать такой вот, как у меня, прозрачный. Может, вы цветной какой-то возьмете, это уже ваше дело. Вот. Но я показываю, как это вот в оригинале будет у нас с вами. Вот 4 бусинки есть. Делаем с нее колечко. Продеваем
первую бусину иглу. И у нас вот такое вот получается колечко. Колечко-крестик. Вот 4 бусинки. Берем этот крестик в пальцы вниз, опускаем вниз. Держим вот так вот всю эту нашу работу и набираем на иглу еще 3 бусины основного цвета. Я так и буду его называть основного, чтобы вы, не путались, что я там прозрачная. И пронизываем иглой 2 бисеринки и протягиваем иглу. Я сразу не сказала, это у нас квадратный жгут. Кто знает, как его плести, то не будет затруднения. Кто не знает, просто посмотрит внимательно. Следующее действие. Снова набираем на иглу 2 бусинки, бисеринки основного цвета. Набрали. Пронизываем иглой 2 боковых бусины. Пронизали. Вытягиваем нитку. Есть. Теперь иголочкой пронизываем следующую бусинку по ходу. Просто, без набора. Просто пронизываем. На иглу снова 2 бисеринки. Эти 2 бисеринки на игле, а иглой пронизываем следующие 2 боковые. И иголочкой пронизываем бусину 1 и 2, которая у нас осталась не прошитой. Проделав такой вот шаг, у нас получается, конечно, с прозрачным бисером сложно увидеть, но я думаю, вы постараетесь. И мы должны так подтянуть эту часть кубика, который еще не есть кубиком. И берем сейчас финальное шитье, берем сейчас серебристую бусинку для отделки, которая у нас есть, и на иголочку, и пронизываем сразу 3 бисеринки боковые. И у нас получается кубик. Это так называемый кубик. Это есть, вверху у нас будет с вами 4 бусинки, с которых мы начали. Я сейчас пронизала иглой. И будет такой кубик. Для плетения нашей детали к нашему браслетику нам нужно 16 таких кубиков. Поэтому сейчас я буду делать, а вы будете внимательно смотреть и ориентироваться и запоминать, что и как мы делаем. Итак, 3 бусинки на игле. Сверху, у нас нитка вышла отсюда, а мы с обратной стороны засовываем иглу. Вот так. Протянули. Пронизываем бисеринку. Следующий набор. Набираем 2 бисеринки, пронизываем бусины боковые эти. Пронизываем следующую бисеринку в основе. Набираем еще 2 на иголочку. Прошиваем 2 боковых бусины. Проходим в 3-ю. Пронизываем. Берем серебристую и зафиксируем 2 кубик. Нашей работы. 2 кубик есть. Завершив 2 кубик, продеваем иголочкой. 4 бусины у нас получилось, продеваем иголочку в верхнюю бусину и снова продолжаем плести уже 3 кубик в той же самой последовательности. 1, 2, 3, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 3.
Теперь раз, два, раз, два, три. И вверх четвертую. Четвертую беру серебристую и пронизываю 3 бисеринки и замыкаю четвертый кубик. Пронизываю верхнюю бусинку первого ряда и начинаю следующий набор. Раз, два, три. Раз, два. Пронизываю 3. Снова 2 на иголочку. 3 прошиваем. Боковую подхватываем. Берем серебристую. И прошиваем. Снова. Так, как посчитать, сколько кубиков сделали? Вот столько у вас серебристых бусинок, столько и кубиков. 1, 2, 3, 4. Вот. И продолжаем дальше. Итак, я напоминаю, нам нужно 16 кубиков. Раз, два. 3 набираем 2 на игле. 2 набираем, пронизываем. Раз, два, 3 и четвертую. Набираем серебристую. И у нас уже 5-й кубик готов. Вытягиваю иголочку, пронизываю следующую и работаем дальше. Итак, я уже сплела, и мы проверяем, сколько я сплела и сколько мне еще надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Еще один кубик, и мы продолжим уже оформлять нашу эту детальку. Хвостик этого мы оставили, он нам пригодится, посмотрите потом. Так, и еще один кубик. 3 бусинки. Ниточку пронизываем в бусину. Угу. Вот. Пронизываем. Теперь 3 бусинки. Пронизываем следующую. Раз. Два. Следующий шаг. 3. И берем серебристую и закрываем. Итак, у нас 16 бисерин получилось кубиков. Выводим иголочку в центр. И сейчас берем дропсик, маленький номер, вот 8, на иголочку, и иглой пронизываем. Вот нитка с этой бусины вышла, а нам наискос, то есть напротив. И таким образом делаем такую, фиксируем бусину посередине, чтобы она у нас, видите, такая вот закрыла вот отверстие нашего жгутика.
и как бы капелькой такой немножко выглядывала. Но для этого нужно закрепить ее. Раз. И с обратной стороны 2. Да, нам надо, чтобы наша работа была не только аккуратной, но и надежной. Поэтому я вам предлагаю, когда вы будете работать, все-таки работать двойной нитью с мононитью. Потому что это все-таки браслет, он носиться будет. Для этого надо, чтобы все наши бусины крепко были пришиты. Поэтому не бойтесь немножко как бы пройтись по бусинам еще ниточками. Вот. И сделать несколько узелочков. Наша задача, после того, как мы зафиксировали край и закрыли отверстие нашего жгута, выйти на ребрышко, в котором есть вот эти вот сверкающие серебристые бусины. Так как у нас у жгута есть вот 4 таких грани, поэтому мы выбираем вот ту грань, которая ближе сюда, ее будем расшивать. Пронизываем иглой бусину, самую первую, которая у нас, вот видите, они как бы зубчиками стоят. Вот первую бусинку пронизали, и первых вот эти вот грани, то есть вот эта грань, промежуток между вот этими бисеринками, мы сейчас заполняем дропсиками номер 8, маленькими, 5 штук нанизываем сюда. И пронизываем вот эти вот бисеринки на грани нашего квадратного жгута. Вот, видите, уже ее видно. Один, два, три, Так как наши вот дропсики, у них в основании узенькое, а верх такой, ну, капелькою, поэтому очень хорошо садится вот между маленькими тоненькими бисеринками именно дропсик, потому что вот, ну, совсем малюсенький вот такой вот здесь расстояние возле самого их отверстия, поэтому они очень удобны в работе, они не разжимают поверхность и не ломают бисеринки. Вот 5 дропсиков я уже нашила маленьких, теперь 5 больших. Беру на иголочку и также пронизываю бисеринки. Так. Что тут с ниточкой? Да, видите, когда дропсики ложатся просто, ну, просто идеально между бусинками, вот, просто глаз радует. Вот смотрите, потянула, и они прямо как будто там и должны быть. Вон какие, как стройные солдатики стоят. Так, 5-я. Мне хочется так взять, чтобы вам видно было хорошо. Поэтому немножко... Так, вот 5 больших есть. И замыкаем эту часть 5 маленькими. Не маленькими, а меньшего размера дропсиками. Тоже 5 штук. Так. Три, 4, 5. Так, вот смотрите, я уже прошила гребешочек из дропса. И выходим на финиш. Вот, выходим мы ровно в ту бусинку, с которой сейчас торчит вот наш хвостик, вот с чего мы начинали. Это важно, потому что нам нужно здесь хороший сделать узелок. Берем обе части нашей рабочей нити хвостика и хорошо провязываем узелочек. Хорошо провязываем. И сейчас
Так, не сильно стягивайте, когда будете провязывать, не сильно стягивайте жгут. И сейчас берем еще раз маленький дропсик и точно таким же движением наискосок прошиваем его. И закрываем отверстие жгута вот этой вот дропсиком этим. Делаем еще раз узелочек и прячем нити в работу. Сейчас я сделаю еще пару узелочков. Вот. И можно просто взять, проколоть всю нашу работу и выйти на другую сторону. И узелки все спрячутся. Смотрите, я потянула, и хвостик даже остался. Вот, и только видно. А узелков нигде нет. Поэтому смело можно обрезать и этот узелок. Ну, а для надежности провязать в том месте, где у нас вышла нить. Вот такой вот петельчатый узелок. Вот. Прошить его сквозь бусинку, спрятать и тоже спокойно отрезать. Итак, друзья, у нас получилась наша основная деталь. Это такой вот лицевая часть. Вот такая вот деталька. Такие, как я уже сказала, детали нам с вами нужно сделать 7 штук. Поэтому запасайтесь терпением и продолжаем работать. Одна есть, еще 6 штук таких нам нужно сделать. Вот примерно вот я разложила то, что у нас получилось. Я уже сделала 7 вот этих вот всех деталей, гребешочков наших, и начинаем монтировать наше украшение. Начнем с того, что нам на край бусины нужно одеть фиксирующую маленькую бусинку и обязательно сделать колечко. Это для того, чтобы наше украшение не спадало. Будем делать такое. Не, Андрюш, останови, не надо так. Начнем с того, что берем проволочку по диаметру, которую мы отрезали по диаметру нашего запястья, и одеваем центральную бусину. Я сейчас скажу почему. Потому что у нас наш браслет будет начинаться со середины. И двигаться мы будем так до краев. Поэтому держим бусину в руках, берем центральную гребешочек и пронизываем первый кубик, который мы с вами начали шить и закрывали вот бусинкой. Вот здесь отверстие, и мы пронизываем отверстие с одной стороны, видите, у нас сгибается она, и пронизываем правильно с другой стороны. Так, неправильно. Вот, теперь правильно. Важно то, чтобы вы ни в коем случае не перекрутили вот эту поверхность. Она должна вот такая ровненькая быть, чтобы одинаковые концы были вот с одной и с другой стороны. Поэтому это важно. Следующее, мы берем следующую деталь нашу и держим вниз. То есть вот эти вот бусинки, дропсы должны быть вовнутрь смотреться. И мы одеваем снизу с одной стороны эту. Поворачиваем, чтобы дропсики смотрели на эту сторону. И с другой стороны вот так. Вот у нас должно вот так получиться. Вот. Теперь на каждую сторону одеваем по бусине. Одна и вторая. Теперь нам нужно закрыть, но прежде чем закрыть, одеть на бусины, мы одеваем следующую часть. И мы поворачиваем дропсики вверх. И одеваем в первый квадрат, просовываем. Одели раз. Теперь вторую берем. Просовываем 2. Теперь надо нам завершить и одеть вот эти части. Мы, завершая, так, ровно, чтобы не перекрутить, пронизываем в эту сторону и пронизываем вот с этой стороны. Вот как важно, чтобы, видите, что проволочка сгибалась, чтобы нам неудобно было вот одевать эти наши все украшения. Следующее наше действие: одеваем бусины на одну сторону и на другую. Одели бусины, но прежде чем нам одеть вот эти верхушечки, мы одеваем нижние части.
Раз. И 2. И теперь закрываем эти бусины, эти хвостики, то есть натягиваем. Вот, раз. И здесь натягиваем. 2. Так. Теперь мы должны одеть еще бусины. Одну и вторую. И сейчас закрываем наш браслет вот этими оставшимися частями. Вот, есть. Вот. Так. Делаем колечко. Одеваем одну часть замка. Готово. Так, выравниваем нашу всю красоту. Одеваем остальную часть. Забыла одеть колечки, эти бусинки крайние. Сейчас я их подвину и одену бусины. Вот сюда надо одеть нам еще по бусинке. А потом сделать колечко. А потом одеть замочек. Так, а замочек у нас на колечке. На другом. И фиксируем. Так. Вот так. А тут забыла одеть. Так, браслетик разравниваем, расправляем все наши детали нашего украшения. Так. Ну, будет без колечка, значит. Смотрите, если у вас такая ситуация возникла, и вот у меня бусины одной не хватает, а мне снимать уже не хочется со всей стороны, весь конструкцию, и брать новый кусок проволоки, мы просто делаем элементарно. Берем штифт и добавляем его, и одеваем сюда бусинку. Вот, видите? И таким образом отрезаем лишнее, делаем кольцо. И одеваем сюда вторую часть замка. Вот можно, в принципе, вот такой вот способ удлинять, и будет прекрасный. Вот видите, все. И у нас уже вся наша конструкция готова. Браслетик наш уже готов, и можно его уже примерять. Разверните его всей лицевой частью, где сверкают бусинки. И мы можем прекрасно его вот так соединить. Красиво сделать замочек. Такой вот праздничный нарядный браслет. Я хочу сказать, что в следующие наши мастер-классы мы продолжим использовать различный интересный материал, различные бусины, это и твины, и другие дропсы, там, и всевозможные там бусины, которые мы с вами смотрели, тилы и торы, все это мы постепенно с вами освоим. Подписывайтесь, ставьте лайки, вот, и пишите им. До скорой встречи на новых наших уроках.